Всем привет, друзья! Всем привет! Посмотрите, какая красота! Прямо сейчас мы находимся у руин одного очень старинного замка Ланскрон, который был основан в начале 13 века на побережье одной из крупнейших рек Германии – Рейн. Сейчас раннее утро, и, конечно же, мы приехали сюда неспроста. У нас будет поиск сокровищ с двумя металлоискателями на побережье как раз-таки этой самой реки. Изучив карту местности поподробнее, мы наткнулись на такую вот красоту и решили, что не будет лишним заехать сюда на пару минут, начать наше сегодняшнее видео как раз с этого места. Да я и думаю, что большинству из вас будет интересно увидеть пару кадров с такого вот исторического момента, исторической точки. Все, друзья, походим минут 10-15, осмотримся здесь, зайдем вот наверх сюда на смотровую и уже будем приступать к нашим непосредственно поискам сокровищ. Все, погнали? Погнали. Погнали, друзья. Руины Ланскрон хранят память о старинной крепости, которая возвышалась над Оппенхайм уже более 7 сотен лет. Предположительно, ее построили еще в начале 13 века, и тогда она была важной оборонительной точкой и символом власти над этим регионом. Со временем крепость не раз разрушалась и перестраивалась. Например, в 17 веке ее даже переделали почти в замок. Но история у этого места тяжелая. В 1621 году, во время 30-летней войны, замок сильно пострадал и выгорел при городском пожаре. А позже, во время Пфальцского наследственного конфликта, французские войска окончательно уничтожили главные оборонительные части крепости. Именно после этих событий она и осталась в том виде, который мы видим сегодня. Когда-то здесь жили дворяне, проходили военные события и решалась судьба города. А сегодня это место уже не крепость и не замок. Это исторический памятник, популярная точка для прогулок, культурных мероприятий и одна из лучших смотровых площадок с видом на Рейн и город. Сейчас это достопримечательное место существует именно в виде руин, как и напоминание о длинной и довольно жестокой истории этого региона. Очень красиво, друзья. Я просто в шоке. Представляете, да, где-то 800 лет назад здесь ходили, гуляли люди, жили, бегали дети, как-то игрались, взрослые сражались, как обычно, во все поколения это делают. Пировали. Да, пировали, проводили какие-то ярмарки. Очень красиво, очень красиво. Это совершенно бесплатное место посещения, нисколько не стоит, не нужно покупать никакие билетики. Парковка расположена приблизительно около 7 метров ходьбы отсюда, большая парковка. Так что, друзья, что могу сказать? Всем советую. Место очень красивое, такое чувствуется древность, старина, история. Очень классно. Вот смотрите, здесь вот такая вот табличка, где вы можете тоже подойти и подробно прочитать. Вот, как я говорил, основан был в 13 веке. И вот здесь вот все подробно. Вот так вот он выглядел, когда еще не был разрушен. Да, друзья, история. Все, в общем, очень понравилось. Тебе понравилось? Да. Очень круто. Идем в машину и уже будем выдвигаться на побережье. Собственно, где и будем проводить наши поиски сокровищ. Так что, друзья, приключение еще только начинается, все впереди. Погнали! Ну что, друзья, приехали на побережье, как я уже ранее говорил, огромные, здоровенные просто реки Рейн. Посмотрите, вот она красотка. Сегодня у нас два металлоискателя. Я буду использовать Мантикор. У жены 800-й Equinox, как всегда. Так, я свой положу, чтобы мне было удобно рассказывать. Друзья, почему мы выбрали, собственно, именно это побережье? Приблизительно пару лет назад мы проезжали здесь параллельно этой реки. Нам захотелось остановиться, отдохнуть, выпить кофе. Мы посмотрели по карте и нашли вот этот вот ресторанчик. Зашли, купили кофе и уселись прямо вот на этой вот лавочке. Дело было летом, была очень большая загруженность. Все это побережье было просто кошмар, ну не протесниться. Люди купались, отдыхали. Посмотрите, здесь вот такая табличка. Здесь сказано, что можно купаться, но надо быть очень аккуратным, потому что плавают баржи и создается такой некий круговорот. В общем, нужно аккуратно быть. Но, тем не менее, загруженность была большая. Мы еще сидели, выпивали кофе и подумали, вот бы хорошо было бы сюда вернуться с металлоискателями и посмотреть
может быть, что-нибудь удалось бы найти. Вот, собственно, выбралась свободная минутка, и мы здесь. Это был первый критерий, почему мы выбрали это место. Второй критерий, друзья, вот где кончается территория этого ресторана, начинается сразу же дачи-кемпинг. Этот кемпинг работает круглый год. Сейчас я попробую приблизить, показать вам. Туда можно приезжать на своих домиках на колесах, то есть арендовать участочек земли с электричеством, и то есть можно жить даже круглый год тоже. Поэтому, друзья, люди здесь очень часто купаются, отдыхают на побережье, ну и соответствующим образом теряют, и за долгие года по-любому что-нибудь натеряли. А так как мы удачливые охотники за сокровищами, и у нас два шикарных аппарата, шикарных металлоискателей, поэтому посмотрим, походим. Сегодня побудем подольше, так как еще раннее утро, спешить некуда, суббота, выходной день. И будем, конечно же, включаться на самых хороших находках. Все, нам удачу под катушку. Еще забыл сказать, у меня сегодня забродные штаны, поэтому я буду идти по воде, немножечко поглубже заходить, а жена уже будет ходить со своим эквиноксом, верным другом, по побережью. Там галька, такая ракушка, ну сейчас вы это увидите. Все, друзья, не будем затягивать, нам хороших сигналов под катушку. Погнали! Первое включение, друзья, жена зовет. Сегодня у нее первая находка. Прошелся вот так вот по водичке, вообще ничего. Пару евро, ходячки только, монетки. Ну и мусор. Жена зовет, говорит, что-то интересное. Нашла монетку. 5. Ого, смотрите, сколько ямок набомбила. Ты хоть ямки закапывай. 5 песос. 5 песос? Песос. Покажи. Опа, друзья, 5 песос, точно. Ничего себе. Это что, Испания, Италия? Ничего нигде не написано, друзья. Что там? Шнец какой-то. Не могу прочитать. Ну ничего себе. Я ни разу не находил такую монетку. Я тоже. 5 песос. Вот здесь вот была? Да. Очень прикольно. Чего, поздравляю. Спасибо. Первая интересная находочка. Друзья, ну пока что тишина, у меня ничего нету. Здесь так очень красиво, мне нравится. Здесь такой прикол, постоянно плавают баржи и создают волну. И вот волной постоянно вот так вот, представляете, здесь с вечера покопал, а на утро можно приезжать и уже опять новые сигнальчики будут. А вон, посмотрите, прямо позади меня дачи, о чем я вам говорил. Мы начали с этой стороны, вон они, дачные участки. И я думаю сейчас вот именно вот этот бортик бить, потому что постоянно намывает. Золотодобытчики меня сейчас поймут, это как лоток, когда крутишь и самые тяжелые части остаются там, где намывает. Так что вот так вот пройдусь и посмотрим, может что-нибудь будет. Погнали! Очень бодренький сигнальчик, 90, 91. Или серебро, или какая-то банка, шклянка. Пробуем вместе. Очень интересно. Не взял, друзья. Сейчас будем пробовать. Сколько тут камней. Не, еще глубже. Сигнальчик очень хороший прям. Просто так серебро звенит у нас всегда. Есть! Взял. Смотрим. Серебряное кольцо 100%. 100%. Вот как так бывает, а? Пробки, монетки. И сразу первое ювелирное изделие серебро. Покажи. Посмотри. Ну, может быть, какая-то гайка, знаешь, медная, но звенел 91. Посмотри. Давай проверим. 91. Ты видишь? Угу. Ну, смотрим. Ну, мне так это серебро, конечно же. Хопа! Ну, друзья, конечно, серебро. По весу 100% серебро. Так. По весу 100% серебро. Ну и, конечно же, это кольцо. Смотри, проба сразу же. Видна? Не очень. Ну что тогда виднее? Во. Квадратик. Все, Да. 100% проба будет. Надо почистить. Ну, фотографию я уже приложил, вы видите. Посмотрите, какая интересная, да, форма? Очень интересная. Первый раз я вижу такую форму кольца. А это удобно вот так вот носить? Не будет перерезать палец Знаю, острием вот этим? главное, с одной Но стороны. тем не менее, проба есть, значит 100%
серебро. Друзья, представляете? Первое ювелирное изделие и сразу же серебро. Это только с нами такое может происходить. Круто, зачет, что я могу сказать? Все. Сапоги забродные рулят. Да, если даже выбитое место, водичка всегда будет поперспективней. Зачетище, друзья, первое серебро есть. Ура! Все, погнали дальше. Друзья, представляете, говорит сова. Сову нашла. Сову нашла. Большую, блин. Это как в этом видео. Эй, ты что там делаешь? А я думала, сова. Смотри, Показывай. какая. Посмотри, она еще с камнями. Подожди, смотри, вся в камнях. Да, давай прополощем. А, ну, видишь, это солнышко, я тебе сразу могу сказать, что это брелок. Видишь, вот и цепочка. Это порванная цепочка, это брелочек на ключи. Но какая красивая. Сполосни ее, покажи. Обязательно сполосну. Посмотрите, друзья, баржа проплывает. Сейчас увидите, какие волны поднимутся от нее. Ох, солнышко, посмотри, какая красотка. Совуля, просто совуля. Тяжеленькая, посмотри, какая. Вся в камушках и черные глазки такие. Ну и ладно, что не драг-материал или серебро, или золото. Пофиг. Отлично. Самое главное, что красиво. И как раз для видео, посмотри, как вот две красотки. Сова и камрад, мой любимый. Давай 5, зачетище. Посмотрите, какая здоровенная баржа. Сейчас волны придут, вон уже идут, я вижу. А мы посмотрите, где ходим. Параллельно дачам пока что ходячки. Монетки там 2 евро, 1 евро попадаются. Ну и пробок, и много всяких разных таких острых железных штучек. В конце видео покажем. Ох, посмотрите, какая волна идет. Здоровенная, прям можно на серфинге. Можно доску с собой брать и заниматься серфингом. И вот этими волнами, понимаете, постоянно вот так и размывает. Здесь получается такой момент, как на море. То есть где-то намывает прям метрами, да, а где-то размывает. Вот, например, вот там я вижу, что такая вот, да, впадина. Вот по таким впадинам тоже надо походить. Вот на море, кто знает, приезжаешь, и надо всегда идти в ямы. И это самые такие перспективные места. Ладненько, что, сову нашли, друзья? Все, двигаемся дальше. Ну, зовет, говорит, опять что-то интересное, друзья. Сегодня у нас жена фаворит по находкам. Смотри, я нашла сережечку, ну, мне кажется. Показывай. Смотри, ну, какое. надо было не чистить. Ух, какая красивая. Ох, подожди, давай-ка в тенечек. Что-то интересное. Давай попробуем. Смотри, камушек перламутровый такой, да? Сережка, да? Вот только она закрытая, что ли? Да, закрытая с застежкой, прикинь. Давай всполоснем. Хопаси. Ох, да, смотри, она прям закрытая, солнце. Ого. Ну что, нету проб? Мне кажется, Ну нет, бижутерия чисто закрытая, да? Это же ведь застежка на да, ней. да. И вот такая вот интересная в виде сердечка, что ли. Ну что, все равно интересная находка. Красивая. Я, если честно, только что, когда первый раз увидел, немножечко это самое. Адреналинчик у меня Ёкнуло? да, ёкнуло. Ну что, прикольно, поздравляю. Слушай, у меня ничего, у жены сегодня, вон, смотрите. Тебе кольцо. И было. 5 песо. Ну ладно, зато у тебя 5 песо, сова, какие-то интересные штучки попадаются. Ладненько. О, смотрите, еще одна баржа. Одна за одной. И самые разные, побольше, поменьше. Волны только утихнут, начнутся. Красота, все, идем дальше. Очень много сигналов. Посмотрите, друзья, отошел поближе к побережью, и вы видите, да, уровень воды насколько сильно поднимается. То есть вот это вот когда-то бывает все под водой. И здесь, видите, вот так вот прям под побережьем размыто. И вон мои ямки. Очень много сигналов, но, к сожалению, в основном попадается вот такая вот штука. Посмотрите, друзья, вот такие вот оплавыши какие-то, железные, непонятные. Вот тут вот с дырочками, да. И вот попался, пожалуйста, вот такой вот брелочек, Австралия тоже. И где-то я еще видел, вот, смотри, даже какие-то надписи, ну, видишь, что-то такое все поломанное, побитое. В общем, вот, пожалуйста, брелочек. И, собственно, почему я позвал, смотри. Вот, пожалуйста, монетка. Еще не смотрел, потому что вижу, что не евро, и вижу, что не фенинги, какой-то дядька. Какой-то дядька, смотрим вместе, друзья. Хоба!
Какой дядька. Ой, вообще незнакомая монетка. Вообще незнакомая. И 1. 1 единичка и Вот там год, что ли, сбоку? 1434, ты хочешь сказать? Смотри, арабский эти шрифт. Ничего не прочитаем, друзья. Пишите в комментариях, что за монетка. Очень приятно находить монетки впервые. Никогда такую не находил. И это, кстати, у нас сегодня вторая. Ты Да. что нашла? Песос? Песос, по-моему, 5 песос. И вот такая монетка. Зачет. Посмотри, опять баржа. Здоровенная. Здоровенная баржа. Все, друзья, походим здесь. Сигналов очень много. Продолжаем. Иду к жене, говорит, кольцо, представляете? Не зря мы сюда все-таки пришли. Ну что, солнышко, золотое? Не знаю. Показывай. Смотри. О, желтое. Да. Ну бери ты, сейчас опять будет говорить, что я взял. Что по весу? О, Но не оно все желтое, тяжёленькое. не все желтое, смотри. Так, ладно, смотрим. Ну, Что не... О, Ух, ну выглядит красиво. Все, вижу. что Вижу, там? Это сталь. Покажи. Все, ладненько, давай мне. О, ну вообще легкая. Мне, пожалуйста. Я сразу чувствую очень-очень легкая, да? Вот, смотрите, все, я уже увидел. Вот там надпись. Сталь, да? Где? Вон Потерял. она, вот она. Ага, вот, все. Штиль и еще буковка А. Смотри, видишь, только сверху колечко желтое, а само белое. Слушай, ну я в шоке. Я опять это самое ёкнул. У меня сердечко опять ёкнуло. Когда уже? Когда? Друзья, кто на нас подписан еще совсем недавно, тот еще не знает, что у жены еще ни разу не случился вот этот момент, чтобы она нашла свое золото. Мы ждем, очень долго ждем, нам уже пишут, сделайте постанову. Но мы говорим, вы что, о чем вы, друзья, говорите? Первое золото, оно должно быть запечатлено, и мы обязательно сделаем это вместе с вами. Пока что еще не произошло, но мы уверены, Не что... настал тот момент. Мы уверены, что скоро это произойдет. 100% это когда-то да произойдет, и поэтому вы точно увидите. Так что, друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, а мы пошли дальше. Поздравляю, хорошая находка. Посмотрите, друзья, 91, 92, 100% здоровенное серебряное кольцо. Жду жену, колечко, солнышко, 100% серебро. Во-первых, посмотри на этот сигнал. 92, 93. Ну что, друзья, смотрим. Так, поснимай. Давай. Посмотри, во-первых, какая величина. Я уже вижу бочонок. Ты видишь это? Бочоночек, друзья. Ох, как я кайфую от этого, друзья. Ну, 100%, конечно же, серебро. Посмотри, какое там сплетение идет. Хопа. О, ты ничего видишь это? Смотри. Хоба. Какая красота, друзья. Не это ли кайф? Посмотрите, Смотри, какое красивое кольцо. Вау. И, конечно же, там будет проба. Но оно маленькое, посмотри, мне на мизинец даже. Ну, оно широкое, но очень маленькое. Ну что? Пока что ничего не вижу. Но где-то что-то по-любому должно будет быть. Не вижу, но, конечно же, проба должна быть. Так, подожди. Как так нету? Ну-ка, подожди. Как так нету? А, ничего себе, как так нету. Смотри. Вот тут вот прям 925. Очень большая проба. Вот О, она да, прям, да, видишь? Да. Подожди, вот так. Вот. 925. Да, там видно. Друзья, второе мое серебряное колечко за сегодня. У-у-у! Танец серебра, танец серебра. И посмотрите, какие мощные находочки у нас сегодня. Это для вас время идет быстро, для нас оно идет не быстро, друзья. Уже прошло, 2 часа 100%. И вот так вот мало, но 2 серебра есть. Зачетище. Двигаемся дальше. Ой, солнышко, очень красивое серебро. Мы с тобой зажигалку такую находили. Месяц и звезда. Какой там турецкий флаг, да? Да, да. Посмотри. 100% серебро, потому что Ой, сигнал был вижу, серебряный и черная. Патина именно серебра. Посмотри, какая здоровенная баржа. Так, ну что, рассматриваем. Очень прикольная. Хобочки, посмотри. О,
Да, турецкая, О, да. 100%. О, смотри, с камнями еще. И звезда с камнями. Вау. Прикинь. Очень красивая, да? Ух, как Посмотри, она какая отливает. красивая, да? А камушки черные, что ли, не могу понять? Тоже Или не белые? Они какие переливающиеся. Ну и проба. Все, смотри, и сразу же пробу даже не надо искать. Вот, пожалуйста, сверху. Да. 9. Ну тут, конечно, безусловно, это 100% серебро. Вот такая подвесочка, прикинь, прикольная. Красиво очень. Очень красивая. И главное, видишь где? В загубе. Сейчас пойду цепочку искать, потому что ушко для толстой цепочки. Может быть, цепочку найду. Все, друзья, двигаемся дальше, не затягиваем. Но это вот о чем я говорил. Линия соприкосновения берега с водой. Колечко говорит. Да. Колечко — это всегда ура. Но, О, конечно, показывай. уже сразу понятно. О, ну все, я уже вижу. И что это? Бабочка, друзья. Ну давай, показывай. Бижутерная. О, так еще и безразмерная, посмотрите. Безразмерное колечко с бабочкой, друзья. Ну, что тут говорить? Находка есть находка, а тем более, когда не мусор, а колечко, так это вдвойне приятней. Даже такие находки, это, ну, а что бы сейчас дома сидели, да? Лучше вот так вот походить, подышать свежим воздухом, поржать. Какой-никакой. Поспотыкаться, попадать кому-то. Это точно. Баржа за баржей, друзья. Ладненько, все, зачет, колечко тоже круто. Идем дальше. Ну, мощный, 66, 67. Очень мощненький сигнальчик. Не взял. Где-то вот здесь. Ох, волна опять на меня идет от этих барж. Опа, взял. О, друзья, смотри, какая у меня находка. Какая здоровенная у меня находочка. О, Ты знаешь, что это такое? А я знаю, это грузилочек. И посмотри, какой прикольный. Сколько много тут всего. Каперлан какой-то. 250 грамм каперлан. Смотри, с крутелочкой. Ну, друзья, это инвестиция в будущее. Я все-таки дойду до того момента, когда сдам в Германии на рыбака. И вот это вот мне все понадобится. Фух, немножко подустал. Но на этом мы не останавливаемся. Двигаемся дальше. Монета и здоровенная, представляешь? Здоровенная монета. Какая-то интересная. Посмотри. Видишь? Оранжевая. Размер просто здоровенный. Ох, ну что-то не наше. Смотрим. Не могу понять вообще. Опа! Немецкий орел. Друзья, двойка, 2 марки, прикинь. 2 марочки. А ты понимаешь, о чем это говорит? Это говорит, я уже думал, здесь настолько все выбито, что уже, ну, кроме что-нибудь современного мы тут точно ничего не найдем. 2 марочки, это очень хороший признак. То есть здесь еще можно что-то найти. Круто. Отлично. Вообще, все, идем дальше. Так, иду. Друзья, главное, идем бок об бок. Сигналов нормально подошли, потому что на центральное побережье. Здрасте. Ну что, жена что-то уже Смотри, нашла. какая. Я не смотрела тяжко. Показывай. Вот. Опа. Я не знаю, что это, но что-то интересное. Так, Ну, что это я с не двух понимаю, сторон? да, с 2 сторон камушек. Какая-то, значит, подвесочка. Надо всполоснуть. Что-то интересное. Ох, посмотри, какая красивая. Ух ты. Ну да, какая-то или сережка была, подвесочка, да? А там рисунка никакого внутри нету. Знаешь, как бывает? Вроде как нету. Ну, вот такая вот Ну, что-то интересное. финтиклюшка попалась интересная. Ну что, неплохо. Здесь сигнальчиков стало побольше, друзья, потому что здесь, посмотрите, не широкое такое, да, побережье, а сразу же глубина где-то приблизительно по пояс. И твердое дно, что говорит о том, что это размытое. И здесь могут быть все вот эти летние колечки натерянные и сережечки. Золотишко и серебро, друзья. Все, не будем затягивать. Зачетище. Погнали дальше. Ну что, друзья, жена говорит, и у нее серебришка. Да, подвеска серебряная, но я уверен на 100%. Ну, показывай. Вот, смотри.
Ох, Потому ну что- все, ой. я по патине уже вижу, Да. что черненькое. Посмотри, и тут что-то с этой стороны сразу есть. А я опять взял. Опять будут писать комментарии, Ничего что ты не страшного. даешь. Я разрешаю. Видите, друзья, разрешает жена. У нас все согласовано. Так, показываем. Опа, смотри, буковка N. 100% тебе даю, что это серебро. 1000000%. Может, где-то рядышком и цепочка должна быть. Буковка N английская. И вот здесь я что-то видел. Так. Все, 925 снизу. И еще что-то вот такое вот интересный. Немножечко в коррозии, но почистится и будет красивая подвеска. Фотографию вы уже 100% видите. Зачет. Ну все, поздравляю. И у тебя серебро. Спасибо. Маленькое, красивое, но Красиво. серебро. Отлично. Вот так вот, друзья. Не прошло и 3 часов, наверное, даже 3,5, да, уже. Где-то 3,5 часа уже точно ходим. Пожалуйста. И у жены серебро. На этом не останавливаемся. Еще раз 5. Двигаемся дальше. Друзья, 65, 66. Такие сигнальчики надо копать вместе. А мало ли. Все. С первого раза взял. Ничего пока что не вижу. Колечко, серебро. Солнышко, снимай. Снимаешь? Да. Ну, смотрите, друзья. Ну, хорошо, я начал видео с GoPro-шки, так что заснял. Смотри. Пожалуйста, вот лежит. Черная патина опять. Ну что, и, конечно же, серебро. О, я его помял маленько. Да, подожди, хотя вот зеленым почему-то отдает. Не, серебро, это, знаешь, это с разными, Знаками. как его, знаками, зодиаками. Конечно, серебро. Мятое вот такое. Так, давай-ка мы его всполоснем. Но я заснял на GoPro, включил сигнал 65-66, думаю, надо. Ой, получше надо промыть. Смотрите, безразмерное колечко. И, конечно же, это, друзья, серебро. Я его красивенько поравняю, почищу. И там даже пробу 100% можно будет рассмотреть, потому что я вижу, что не очень уж прям его съело время. Еще вот даже можно будет рассмотреть какие-то все вот эти знаки зодиака. Зачет. Зачет, еще одно серебряное кольцо. А мы только начали это центральное побережье бить. И сразу же сигнальчики. Отлично. Круто, погнали дальше. Здоровенное кольцо, подозреваю, что нержавейка. Но здесь, знаешь, какой прикол? Вот смотрите, друзья, примерно вот на такой глубине идут здоровенные камни. Не видно под водой отсюда? Не очень. Здоровенные камни. И вот, понимаете, течение, и, видать, эти камни останавливают находки, потому что 2 евро, 1 евро постоянно именно в камнях. Немножко трудно копается, но, как говорится, под лежачий камень и вода не течет. Ну, смотрите, до 100% нержавейка, потому что сигнал был как, ну, не серебряный. И вот, видишь, она вообще даже не в коррозии. Ох, ну и легенькая. Ну вот, смотри, с черной такой прослоечкой. Посмотри, что-то есть. Видно? О, так, подожди. О, так это С. Оливер. С. Оливер, да? С. Оливер, друзья. И штиль снизу. Опять штиль и А. Сталь и буковка А. И С. Оливер. С. Оливер, это хороший фильм. Да, помнишь ты С. Оливер нашла сердечко и знак бесконечности. Серебряное С. Оливер. Да. Ну что, друзья, нержавеющая сталь тоже круто. Мне кто-то, кстати, объясняет, что там какая-то 316 или еще какая-то сталь. Сейчас какие-то новые технологии, закалки там какие-то делают, что сталь сейчас на уровне серебра уже становится. Очень долговечная. Крутая находка, продолжаем дальше. Смотрите, друзья, иду к жене и уже вижу отсюда, что опять нашла что-то на линии соприкосновения воды и побережья. Самое коронное место. Ну, показывай. Давай теперь я тебе покажу. Так, стоп. Опа, смотри. Ну, давай, все, показывай. Что это такое вообще? Это знаешь, вот эти вот Покажи. оберег. Все, понял, это ручка. Как же она? Египетская или Израиль? Что-то такое. Помнишь, я на косе находил такую же маленькую, Ну между это как прочим? оберег или как? Да, что-то какой-то оберег. Это вот точно или Израиль, или Египет. А что это, серебро? Не думаю. Слушай, может, серебро?
Легенькая, да, такая, правда? Но вот здесь вот кружочек похож, как серебро. Ну-ка, а с другой стороны? Без камушек, да? Но похоже на серебро, солнышко. Да? Да. Пробы как бы нигде не вижу. Но прикольно, да, это вот этот вот Израиль или Египет. Блин, я не очень в этом понимаю, но что, смотри, Хорошая. красота. Супер, поздравляю, отличная находка, Спасибо. красивая. Ох, посмотри, какая высокая. Ну, это уже... Большая. Это уже не баржа, это уже там... видишь, там эти номера, как отель. Койчики, да. Круизный такой мини-лайнер, друзья. Ну все, смотрите, я вот туда уже ушел, вон мой металлоискатель, но я иду по водичке. Сколько тут осталось? Вот до поворота буквально дойдем. Ну, максимум час, и все, и сворачиваем. Целый день, ну 5 часов точно мы сегодня. Находок немного, но некие находки нашли, чтобы показать вам отчет и вот такое вот видео. Так дождик, он, смотри, Да, начинается. дождик идет. И дождик был, и солнце было. Что только сегодня не было. Все, заканчиваем где-то часик и делаем отчет. Погнали. Ну что, друзья, загоняла она меня сегодня, загоняла. Говорит, какая-то подвеска. Немножко повыше, смотрите, забралась. Но вы видите, как идут линии? Это вот доходит и до сюда когда-то вода поднимается. Просто ошалеть, да? Это, наверное, вверх опять 10 метров. С ума сойти. Смотри, какая-то подвеска Ну, показывай. зеленая. Зеленая подвеска. Так это зеленое, это серебро, солнышко. Еще? Ой, извини, я опять взял. Да ладно. Нормально. Серебро, конечно, посмотри, это знак зодиака, весы, друзья. Зеленая вот такая патина интересная. Но это 100% серебряная подвеска. Второе, да, твое серебро? Или какое? Да. Вот, пожалуйста, смотри, 835-е старинное серебро. Ну, старинная проба. Наверное, какой-то пожилой человек потерял. Пожалуйста, не ожидала. красивая подвеска. Пожалуйста, серебришка. Поздравляю. Спасибо. Ух ты. Видишь, все никак мы не можем, да, завершить наш сегодняшний поиск. Но ничего, кусочек остался, надо добить, друзья. Находочки идут, азарт. Мы очень азартные люди, поэтому по-любому добьем. Осталось буквально полчаса. И все, и будем делать отчет. Погнали, не теряем время. 81-79, друзья. Шикарный сигнальчик. И посмотрите. Ну, вроде как кольцо. И, по-моему, даже в коррозии. Но пока не достаю. Жду жену. Посмотрите, дождик пошел. Ну, уже все. Это уже заключительный сигнал. Заключительные. Пока дойдем до машины, еще посмотрим. Смотри. Показывай. Видишь? Что это у нас? Та-да, 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 та-да. Опа, кольцо здоровое. Смотри, а я думал, это обручалка будет. Смотри, сердечко, камушек еще по центру, ты видишь? Ну и, конечно же, это золото где-то 24 карата, друзья. 999.9. Шучу, конечно. Коррозия вообще нисколько не весит. Ну, или латуневое, может, или какое. Вот такое вот колечко. Все, смотрите, 478, вот это вот наш такой значок будет, что мы завершили вот здесь, потому что, посмотрите, идет и идет. И я по карте доставал телефон, смотрел, народу везде вот здесь вот летом. Поэтому обязательно надо будет приезжать сюда, добивать это местечко. А сейчас будет уже темнеть, поэтому идем в сторону машины, мы уже далеко опять отошли. Посмотри, кто-то сидит, по-моему, тоже с металлодетектором, нет? Не, что-то собирает он там. Что-то собирает, наверное, ракушки. Пока дойдем до машины, чтобы только не стемнело. И будем уже записывать отчет. Все, друзья, погнали. Ну что, друзья, нагулялись, надышались, накайфовались, наискались. Очень сегодня долго, больше 5 часов, ближе где-то к 6, я бы сказал бы. Находок было немного, но за такое длинное время нам удалось все-таки некие находочки найти, поэтому мы вам их показываем. Вот так вот красивенько разложились. Так, друзья, начнем по традиции с драгматериала. Вот это вот нижняя вся часть хабарницы, это все серебро. Вот такое вот колечко шикарное. Самая лучшая находка сегодняшнего дня это вот здоровенное серебряное колечко. Дальше у нас идет вот такое вот колечко, надо чистить, но это будут знаки зодиака. Хотя нет, смотрите, там какая-то ящерка. Еще, ну, в общем, почистится кольцо, все рассмотрим подробнее, я думаю, будет красивое. Вот жена нашла подвесочку серебряную, прикольная, с буковкой N. Вот это мне, конечно, очень тоже понравилось. Турецкий такой вот, турецкая подвесочка.
с камушками, тоже серебро 925, очень классная подвесочка. Колечко вот такое, интересное, да, такое необычное, я бы сказал бы. Вряд ли я, конечно, сомневаюсь, что удобно его носить, потому что вот эта вот такая острая штука, наверное, будет жать палец, хотя, может, и ошибаюсь. Вот такая вот подвесочка тоже жена нашла, серебро. Все показал. 1, 2, 3, 4, 5, 6 серебра. Ну и дальше бижутерия. Вот такое колечко стальное. С. Оливер, да, это С. Оливер, да, С. Оливер. Дальше у нас идет вот такое вот колечко, тоже стальная, ну, сталь, нержавеющая сталь. Дальше у нас идет вот такое вот колечко, сердечко с камушком, друзья. Ну, бижутерия конкретная. Вот жена нашла сережку, между прочим, закрытая. Как такое могли потерять? Без понятия. Ну, как если только ухо не порвали. Ну, вряд ли, конечно. Вот такое вот колечко с бабочкой, посмотрите. Тоже интересное. Это мы так и не разобрали, друзья. Что это может быть такое, сами видите, не знаю. То ли подвесочка с синим камушком, то ли что. Непонятно. И вот такая вот рука. Это или Израиль, или Египет, могу ошибаться, но что-то, по-моему, оттуда, друзья, да? Все, да, по-моему, все показал. Сова вот такая интересная, брелочек, друзья, жена тоже нашла. Немножечко ржавелая такая, но ничего, находка, Миленке покажем, обрадуется. Потом вот такая вот 5 песо монетка, 5 песос, наверное, или Италия, или Испания, не знаю, еще не проверяли. Ну и вот монетка тоже интересная, однерочка, единичка, меня все поправляют. Непонятно, арабский тут шрифт, арабский текст, не знаем, что за монетка, с какой страны. Можете написать в комментарии, нас поправить. И вот такая еще монетка интересная, друзья, не знаю. Какая-то женщина, единичка, ну и что-то тут 1 цент. Все, и смотрите, брелочек еще был, грузила, рыболовная снасть, и вот столько вот ходячек. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ну где-то 40, даже больше 40 евро. Ну и, конечно же, друзья, 2 рюкзака шмурдяка, всяких разных вот таких острых. Много очень пробок, очень много мусора, поэтому пришлось долго покопать, много очень. Встал, сел, встал, сел, встал, сел. Вот такой вот коп. Ну, интересно, все равно находились, надышались, очень понравилось. В нашей семейной манере. Наприкалывались, наржались. Сейчас едем домой, нам ехать около 3 часов в сторону дома. Бензин отбили, пляжик почистили от мусора. Серебра набубенили. Много интересных находок. Постоянные вот такие вот баржи нас сопровождали. То дождь, то солнце. Погода менялась, наверное, раз 10. Все, друзья, идем к машине и поедем домой. Кому понравилось такое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видосики. Поехали домой. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока, друзья.